Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. В сегодняшнем видео я расскажу новости, которые происходили в Хиат за последний месяц-полтора. Поначалу, конечно, это видео я не планировал выпускать, потому что я ожидал, что игра выйдет в конце января, в начале февраля этого года. Я даже по этому поводу выпускал несколько видео, где говорил такие теории, что игра уже должна выйти в это время. Потому что в прошлых годах в это время выходили открытые тесты. И поэтому логично я подумал, что в этом году будет то же самое, только тест будет уже бессрочный. И сервера будут всегда открыты. Но в этом году моя логика не сработала, и до сих пор мы игру не увидели. Но разработчики выпускали много новостей, которые мы сегодня будем разбирать. А перед началом просмотра обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписаны. А я знаю, большинство из вас смотрит мои видео без подписки. После выхода игры на моем канале будет очень много контента. Как и по видео, так и по стримам. Также ставьте лайки и пишите комментарии. Как говорится, лайк поставил, подрос. А теперь к теме видео. В начале февраля вышел проект Hiat Labs. Если кто из вас не знал, есть такой сайт Hiat Labs, который по слухам фанатский, но я так думаю, все равно разработчики сайта как-то относятся к варгеймингу. И вот в начале февраля вышла программа в Steam, что вы ее можете взять и скачать. Что такое проект Hiat Labs? Это типа обучение. Вы можете изучать карты, технику и вообще много чего разного по игре. Только раньше это было на сайте, теперь вы можете установить это отдельной программой в Steam. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Как по мне, скачивать программу в Steam в принципе смысла нет, потому что то же самое есть на сайте, поэтому ставить отдельную программу как будто бы смысла никакого нет. Может быть, конечно, в будущем что-то появится там, что будет отличаться от сайта, но пока что там все одинаково. Что Hiat Labs — это очень хорошая вещь. В будущем, когда игра выйдет, вы сможете там обучаться механикам игры. Ну и мне, как стримеру, это много даст очень пользы. Выпускать много разного контента, потому что не все есть в самой игре. Следующая новость — это разработчики выпустили видео, где рассказывали основы игры. Сейчас вы это видео можете увидеть у себя на экране, оно будет вообще видео рядом во всем видео, потому что мне больше нечего на фон поставить. И это видео будем уже разбирать подробнее, что там разработчики показали нам нового. И давайте будем по порядку. Я попытался распределить так, от менее интересного к более интересному. В этом видео мы увидели измененный внешний вид модулей прокачки техники. Раньше, если вы помните, на втором альфа-тесте модули в прокачке были такого серого цвета. Сейчас их сделали цветными и сделали более красивыми. Выглядеть стало гораздо лучше, чем раньше. Также был изменен облик агента Риппера. Это я вообще, кстати, не понял, нахрена это надо. Агенту Рипперу зачем-то верхнюю часть лица покрасили в оранжевый цвет. Зачем? Хрен его знает. Если вы понимаете логику, зачем это было сделано, то обязательно пишите про это в комментариях. Переходим уже к более интересным изменениям. Это анимация использования основных способностей агентов. Сейчас я вам на фоне сделаю вырезку с этого видео, и вы увидите, как это работает. Если раньше, играя на том же чопере, вы просто приезжали, нажимали обилку, указывали место, куда сделать авиаудар, и все, и больше ничего не происходило после этого. Теперь мало того, что у чоппера поменяли обилку, теперь у него вместо авиаудара арт-удар. Это мы можем видеть все вот по вот этому видеоряду. Вы отмечаете, куда сделать авиаудар, происходит анимация, что чоппер в танке вызывает другого человека, который как раз стоит с артиллерией. И после этого начинается арт-удар. Я уже, в принципе, не раз про эту тему высказывался, что я считаю, это нововведение не нужно. Потому что пока вы будете это все вызывать, ваш танк будет очень уязвим, и вы не сможете им управлять нормально. Поэтому я бы вот это нововведение не вводил. Потому что раньше вы просто брали, быстро наводились, нажимали кнопку, и происходил авиаудар. А сейчас у вас будет анимация, которая будет отнимать время, и как по мне это не нужно. И я за то, чтобы это не вводить. Но раз нам уже показали, значит это будет введено. Если только большинство игроков будут жаловаться, в будущем, может быть, это уберут. Как я сказал, это не нужно, это только будет мешать. Следующее, что показали в этом видео, это режим контроль. Как вы все прекрасно знаете, на втором альфа-тесте было 3 режима. Завоевание — основной режим, как я уже не раз говорил, с 5 базами. Режим превосходства, где была 1 база. И режим подтвержденного убийства. Это просто как режим в Call of Duty с жетонами, только на танке. Теперь у нас добавляется еще 4-й режим, это контроль. Что суть этого режима такая, что есть база, и какая команда заезжает в базу, она накапливает очки. И когда количество очков дойдет до 100%, то эта команда побеждает в раунде. И там типа есть несколько раундов, и нужно победить определенное количество раундов. Насколько это будет хороший режим, насколько играбельно, как хорошо будет там или плохо по балансу,
Это мы только сможем уже посмотреть, когда игра выйдет. Раз я стал рассказывать про режимы, далеко уже от этого отходить не буду. Разработчики зачем-то переименовали режим превосходства. Именно в английской версии, насколько я пока что знаю, он переименован, потому что в видео нам показывали все на английском. Вот тут тоже у меня, так сказать, предложение к разработчикам. Делайте видео как на английском языке, так и на русском языке, потому что мне, человеку, который плохо знает английский, тяжело это все смотреть. Сделайте канал, например, второй, который будет чисто для русской аудитории. Потому что, как я уже не раз говорил, вот Хиат, скорее всего, большинство игроков будет играть именно из СНГ. Поэтому было бы хорошо, если бы видео выпускались бы на русском языке. Или хотя бы добавляете автодубляж. Автодубляж добавить не так сложно. И сразу будет комфортнее все это смотреть. Но в английской версии режим раньше назывался Доминацион, теперь его переименовали в Hardpoint. Тоже зачем было переименовано, не знаю. На русском я не знаю, название может быть останется такое же, как я сказал, это неизвестно, потому что видео на английском было. Теперь переходим к новым картам. В этом видео разработчики также показали несколько карт, опять же название мы не знаем. Сейчас я сделаю скриншоты из этого видео, вы посмотрите на эти новые карты. Тут толком больше прокомментировать нечего, название мы не знаем, как это опять же играется. Будем уже смотреть, когда игра выйдет. Перед тем, как я продолжу, еще немножко саморекламы. Не так давно я сделал платные подписки на Boosty, которые связаны еще с VK Play Live. Купив подписку, вы будете получать доступ к эксклюзивным постам, которых нету нигде, и в будущем количество постов будет все больше и больше. Возможно, даже будут анонсы видео подробные, если наберется слишком много платных подписчиков. Также бонусом вы будете получать увеличенный фарм баллов на VK Play Live. Как я не раз говорил, в будущем, когда я уйду из Калибра, количество бонусов платной подписки будет в разы больше. И бонусы будут очень жирные, в зависимости опять же от цены подписки. Самая дешевая подписка стоит недорого, поэтому если кто из вас хочет поддержать канал, дать мне больше мотивации выпускать больше качественного контента, то платная подписка – это лучший способ это сделать. Дальше уже переходим к более интересному. Это в одном из шортсов разработчики показали новый танк Challenger и показали новую механику этого танка. Этот танк стреляет осколочно-фугасными снарядами. Как мы можем видеть в шортсе, у них очень низкое бронепробитие, потому что игрок целится в леопарда в упор и практически все горит желто-красным цветом. То есть получается шанс бронепробития либо вообще нулевой, либо низкий. И также при попадании в танк мы можем видеть, что урон маленький и урон наносится именно взрывом. Что на втором альфа-тесте таких механик не было, и это действительно что-то новое. Также не так давно разработчики обновили скриншоты игры в Steam. И сейчас мы подробно их будем рассматривать. И на некоторых скриншотах мы можем увидеть не только красивую графику, которая, как по мне, будет самой лучшей графикой среди всех танковых игр, которые сейчас существуют, а еще некоторые вещи, про которые нигде не было сказано и написано. Это, например, какой-то новый режим. На одном из скриншотов мы можем видеть две базы, которые обозначены одними и теми же буквами и разными цифрами. Что это тоже, скорее всего, какой-то новый режим, про который разработчики нам не рассказали еще. Также на одном из скриншотов мы можем видеть агента Ананси. Как мы могли видеть уже по разным видео, которые нам разработчики показывали, по Gamescom, агента Ананси там не было. После второго альфа-теста ее из игры убрали. Навсегда или не навсегда, это, конечно, большой вопрос, но в ближайшее время, в ближайших видео и на Gamescom мы ее не видели. И тут на скриншотах мы снова видим этого агента, и у нее какой-то странный танк. Я попытался понять, что это за танк, но поскольку там очень мелко и нечетко, непонятно. Если вы, кстати, смогли рассмотреть и узнать, что за танк, то пишите в комментариях. И после этого всего появляется вопрос, когда же все-таки выйдет игра? Последний месяц-полтора, когда разработчики вот выпускают видео, шорты, какие-то посты на своем официальном канале, в Инстаграме, либо в Дискорде. Большинство комментариев, можно сказать, практически не большинство, а вообще все. Это когда наконец-то релиз игры, и когда мы наконец сможем играть в игру. Когда выйдет игра, да хрен его знает. Я в этом плане, можно сказать, такой же человек, как и вы, и я не знаю, когда выйдет игра. Могу только предполагать. Но потому, что в последнее время разработчики говорят, игра должна выходить в ближайшее время. На этом, как говорится, остановимся подробнее. 2 недели назад, на момент записи этого видео, но скорее всего, когда вы это видео будете смотреть, уже будет 3 недели назад. Это, можно сказать, начало февраля было. На ютубе выходил один интересный пост, где разработчики написали: забронируйте место до открытия ворот. Добавьте Хиат в список желаний прямо сейчас.
Ну, тут, конечно, перевод кривоватый с английского, но можно это понимать так, то, что нам разработчики прямым текстом говорят, что освободите место на жестком диске на своем компе, чтобы скоро установить туда игру. Также не так давно в Дискорде появился пост, где нам разработчики рассказывали то, что нужно добавить игру в их лаунчере в VGC, в библиотеку. Вы прямо сейчас можете зайти и добавить игру, если вы еще это не сделали. Но опять же, у меня лично есть один момент. Из-за блокировок в моей стране лаунчер VGC нормально не работает. Когда я туда захожу, у меня вот так вот логотипы игр не прогружаются и новости тоже не прогружаются. Запрет, который я использую, он не помогает. И сколько раз я пытался решить эту проблему, у меня ничего не получается. Поэтому, если вы знаете, как решить эту проблему, тоже пишите про это в комментариях. Буду благодарен каждому, кто сможет мне помочь. Скорее всего, на работоспособность игры в будущем это никак не повлияет, но хотелось бы, чтобы все нормально, полноценно работало. Я знаю, что если поставить глобальный VPN, проблема решится, но, как говорится, это крайняя мера. Когда остальное вообще не будет помогать, тогда я воспользуюсь глобальным VPN. А пока что вы знаете какие-то другие варианты решения проблемы, то можете про это дописать. Потому что я перепробовал пока что все и ничего, к сожалению, не помогает. И последнее, то, что мы сегодня разберем. За день до записи этого видео вечером у разработчиков в официальном инстаграм-канале вышел шортс, где комьюнити-менеджер игры Эмер Матха, заранее прошу прощения, если неправильно назвал ник, рассказывал про эту ситуацию, что игроки просят выход игры, но пока что выхода игры нет. И в начале шортса он сказал такую фразу, переведено с английского на русский. World of Tanks Heat приближается. По этой фразе тоже можно понять, что игра в ближайшее время должна выйти. Но, как я говорил ранее, в ближайшее время это такое понятие растяжимое и неизвестно, когда оно настанет. Я, например, как вы знаете, выхода игры очень сильно жду, потому что я устал страдать в Калибре. Я хочу нормально играть в нормальную игру, сам получать удовольствие от игры, делать контент на свой канал, придумывать что-то новое и развиваться дальше, чтобы канал не стоял на месте, как сейчас. Или даже наоборот, умирал с Калибром. Я очень жду этого момента, когда наконец игра выйдет. И нам уже какой раз говорят, что игра приближается. Как я уже сегодня говорил, у меня нет информации, когда выйдет игра, потому что я такой же, как и вы в этом плане. И я могу только предполагать. И поэтому я предполагаю, что до лета уж точно игра должна выйти. До июня месяца. Потому что, раз говорят то, что игра приближается, то, что оставьте место для игры на компе, это значит, что в ближайшие недели или месяцы игра должна наконец выйти в открытый доступ. И поэтому, думаю, до лета игра точно выйдет. Как я говорил в начале видео, я думал, что игра выйдет в конце января, начале февраля, потому что в прошлые года в это время были альфа-тесты. Но в этом году логика просто поломалась. У меня есть теория, почему это произошло. Возможно, у разработчиков случились какие-то технические проблемы, из-за этого они не могут выпустить игру сейчас. Я читал в Дискорде в одном иностранном чате комментарии, и один из разработчиков писал про то, что у них какие-то проблемы со Стимом, короче. Они, наверное, не могут сделать стимовскую версию игры, у них какие-то там проблемы произошли. И, возможно, из-за этого вот это все тянется, и мы не можем дождаться выхода игры. Потому что я знаю, большое количество игроков эту игру ждут. А я уж тем более, как я сказал, еще больше жду игру, потому что наконец-то хочу уйти из Калибра. Потому что надоело страдать. И надоело смотреть, как канал умирает вместе с мертвой игрой. И поэтому нам только остается ждать и надеяться, что вот это вот в ближайшее время наступит как можно быстрее. И, честно говоря, я это видео выпускаю ради того, чтобы набрать просмотры хоть какие-то. Потому что, на март я пока что не придумал, что можно еще снять по этой игре. А тут хоть какие-то новости есть, которые, можно сказать, можно наскрести по сусекам и собрать в одно. Тем более не все зрители у меня подписаны на мой телеграм. Потому что все вот эти новости, которые я сегодня рассказывал, они практически сразу у меня появлялись в телеграме. Не все на телеграм подписаны, к сожалению. Поэтому я вот решил все это собрать и выпустить видео на канал. Кстати, на телеграм тоже подписывайтесь. Все вот эти новости я выпускаю практически сразу там. Если вы были бы подписаны, вы это все заранее все знали. А так, в принципе, на этом все. Просто ждем, надеемся, что в ближайшее время игра выйдет, и мы сможем играть в нормальную игру, не страдать в Калибре, и я буду делать кучу крутого контента на свой канал. Также вот пока я не закончил видео, я хотел про это сказать раньше, но забыл, пока рассказывал новости. Когда я уйду в новую игру, я очень хотел бы, чтобы были нарезчики, которые нарезали бы мои стримы. Понятное дело, что со временем, когда мой канал больше разрастется, нарезчики появятся сами собой, но мне хотелось
бы, чтобы они были сразу. И это тоже хорошая возможность для человека, который хочет сделать свой канал, начать нарезать контент по моим стримам. Делать какие-то интересные вырезки, когда я там темы важные поднимаю, либо какие-то интересные моменты и вообще что угодно. Главное не воровать из контекста и все. И поэтому, если кто из вас хочет сделать канал, то можете нарезать мои стримы в будущем, когда я уйду в новую игру. Мне это поможет стать более известным, и вам это поможет тоже развить свой канал и монетизировать контент. Поэтому у кого есть желание, можете этим начать заниматься, когда новая игра выйдет. Мне бы нарезчики не помешали, плюс, как я сказал, я хочу в СНГ эту игру продвигать, потому что эта игра делается для европейского и американского рынка. И поэтому от этого будет только всем польза. А на этом видео уже точно буду заканчивать. Если какие-то новости будут, все у меня будет в Телеграме. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорого и всем пока.